Более 2000 лет назад германские племена разбили превосходящие их во много раз римские войска. Эта победа во многом определила дальнейшую судьбу Германии. В Тевтобургском лесу в сентябре 9 года нашей эры здесь состоялось длившееся 3 дня сражение между римскими легионами, которым были приданы вспомогательные когорты и конные эскадроны, и несколькими германскими племенами, объединившимися под командованием вождя Херусков, Армения. В сегодняшней Германии Армении, или Герман, как его предпочитали называть некоторые немецкие поэты, облюбовавшие историческую тематику, считается национальным героем. Правда, сам Армений себя немцем не считал, ведь Германии в современном понимании в то время не существовало. Были территории, заселенные различными племенами. Армений был сыном вождя племени Херусков. Между прочим, его настоящее имя неизвестно. Армением его называли римляне, в армии которых он какое-то время служил и с которыми потом воевал. Имя это, скорее всего, было латинизированной формой германского имени Армин, превратившегося затем много веков спустя в немецкой литературе в Германа. В начале нашей эры территория Херусков племени Армения была включена в состав Римской империи. Для удержания провинций в повиновении римляне имели обыкновение отправлять членов семей местных правителей в Рим в качестве заложников. Эта судьба постигла также Армения и его младшего брата. Они были вывезены в столицу империи, где получили хорошее образование и овладели военным искусством. В 4 году нашей эры Армений поступил на военную службу к римлянам. В римском войске он командовал германским отрядом и успешно сражался на стороне римлян, но не против своих земляков. Вскоре, став обладателем римского гражданства, Армений получил сословные права всадника. В 7 году нашей эры Армений вернулся домой. В это время римским наместником в Германии стал Публик Квинтилий Вар. Вот как его характеризует один из древнеримских историков. Квинтилий Вар, происходивший из семьи скорее известной, чем знатной, был от природы человеком мягким, спокойного нрава, неповоротливым телом и духом, пригодным скорее к лагерному досугу, чем к военной деятельности. Вар перенес свою ставку именно в земли Херусков, откуда, как он полагал, будет удобнее собирать налоги с германцев. В то время внешне германцы не проявляли никакой враждебности по отношению к римлянам, и Вар утратил бдительность. Между тем Армений подготавливал заговор против поработителей, пытаясь сколотить союз германских племен для борьбы с римлянами. Неясно, что именно побудило Армения к действиям, то ли неприятие римской культуры, то ли тревога за дальнейшую судьбу собственного племени. В конечном итоге он заручился поддержкой целого ряда племен, среди которых, как можно судить по косвенным данным, были бруктеры, марсы и хавки. Правда, у Армения был среди земляков и могущественный враг. Его тесть знатный Херуск Сегест. Он ненавидел зятя за то, что тот, вернувшись в Германию и решив жениться, недолго раздумывая, похитил дочь Сегеста Туснельту. Сегест предупредил Вара о заговоре, но тот ему не поверил. Когда вспыхнул мятеж отдаленных германских племен, Армений под предлогом борьбы с мятежниками собрал собственное войско, чтобы сопровождать армию Вара, выступившую для подавления восстания. Впрочем, некоторые историки полагают, что Вар вовсе не собирался в поход на мятежников, а всего лишь хотел отвести римские войска на зимовку к Рейну. В пользу этой гипотезы говорит тот факт, что за армией тянулся огромный обоз с женщинами и детьми. Впрочем, куда бы ни направлялась армия Вара, далеко ее уйти не удалось. Армений очень скоро отстал от нее якобы в ожидании подкрепления. Сначала он атаковал отдельные отряды римлян, затем начал атаку на основное ядро. Подробности продолжавшегося 3 дня сражения описывает Дион Кассий в своей истории. В течение 2 дней римлянам, пока они находились на открытой местности, удавалось держать сомкнутый боевой строй и как-то отбиваться от нападавших. На 3-й день римские войска вошли в лес. Погода благоприятствовала германцам, шел проливной дождь. Римлянам в их тяжелых доспехах трудно было передвигаться, в то время как легковооруженные германцы сохраняли равновесие. Раненые Вар и его офицеры решили заколоться, чтобы избежать позорного пленения. После этого сопротивление римлян было сломлено. Деморализованные солдаты гибли, практически уже не пытаясь обороняться. Поражение было столь сокрушительным, что император Август отпустил бороду в знак траура. И, как рассказывал Светоний, бился головой о каск,
повторяя «вар», верни легионы. Историки полагают, что в этом сражении погибли от 18 до 27 тысяч римлян. Точное место сражения, как и его точная дата, неизвестны. Большинство историков полагают, что битва состоялась в сентябре. Место, где произошло сражение, называет только древнеримский историк Тацит, а именно Тевтобургский лес, расположенный в верховьях рек Амиди и Лупи, нынешних рек Эмс и Липе. Сегодня большинство историков сходится на том, что судьбоносное сражение произошло в нынешнем Калькризе, на окраине небольшого городка Абрамше. Такой вывод позволяют сделать археологические находки, в том числе римские монеты. Успех военной кампании Армения был недолгим, потому что ему постоянно приходилось преодолевать сопротивление собственной племенной знати. В 19 году нашей эры он был убит, по всей видимости ненавидевшим его тестем Сегестом. Тем не менее Армению удалось остановить продвижение римлян вглубь германских территорий. Они окончательно оставили правобережье Рейна за германцами. Тацит так отозвался об Армении: это был бесспорно освободитель Германии, который выступил против римского народа не в пору его младенчества, как другие цари и вожди, но в пору высшего расцвета его могущества, и хотя терпел иногда поражение, но не был побежден в войне. 37 лет он прожил, 12 держал в своих руках власть.